Ви вважаєте себе колаборанткою? Нет. А Потому кто- что а не кто? было доказано моей коллаборации. То ваш син воював в армії ДНР, так? Да, Угу. воевал. Ви ним пишаєтесь. Да, я им горжусь. А вам загалом подобається Путін? Да. Как человек, да. Але ваш же син теж когось вбивав. Я не знаю, может, и убивал. Мы на эту тему с ним не разговаривали. Конечно, убивал. Сейчас, секундочку. Чому ви погодились на інтерв'ю? Чтобы люди слышали и понимали, что есть люди, которые ни за что здесь сидят. У вас 111 стаття, так? Да. Державна зрада. Да, часть 2. Це що? Ну, Це колабораціонізм, здається. ну да, Угу. предатель Родины, вот. Это предатель Родины. От 15 до ПЖ идет. У вас? ПЖ. Пожизненное заключение. Вікторія, чому ви погодилися на інтерв'ю? Я соглашаюсь сейчас на любые такие как бы ситуации, да, которые могут открыть мою историю и поспособствовать обмену. Вот только из-за этого. Вот как у меня спрашивали в эти ООН. Вы Сталина уважаете? Ну, я тогда как-то смутилась. А потом уже время прошло. А чем Зеленский отличается от Сталина? Ну, чем? Скажите, пожалуйста. Ничем абсолютно. Сталин был в окружении НКВД. Правильно? Правильно. Всех ненужных людей он убирал, убирали НКВДшники с его помощью, без его помощи. Так же самое и Зеленский. Окружил себя СБУшниками. Все. Человеку даже слова сказать нельзя, даже посмотреть, даже подумать нельзя. Но не устраивает мне эта власть, ну не устраивает. Я люблю Украину, это прекрасная страна, это прекрасное государство. Здесь земли такие, здесь природа такая. Но только не с этими руководителями. Я всегда за мир и всегда, ну, что я могу чего-то плохого там рассказать, знаете, так, чтобы вот действительно какой-то принести вред. Я, конечно, говорю, я всегда рада помочь людям. Вы знаете, моя история, наверное, с распада Советского Союза началась. Я работала в Донецке на военном заводе «Точмаш». Я потеряла работу. Сокращение цехов. Ну и все. Потом пошла на шахту работать у нас. Шахта закрылась. Нас на другую шахту перевели. Там сокращение. И вот это все пошло-поехало. Ну а потом 13-й год, конец 13-го года, началась вот эта вся самозаваруха, конечно. Кто хочет режим самобандеровский? Никто не хочет. Вот вы считаете, вот на той неделе, уже не помню, когда в начале, наверное, гибель Петлюры отмечали по радио. Память такая Петлюра. Господи, Булгаков, киевский писатель, он сам с Киева. Но он же писал, Петлюра, это же бандит, он же убивал евреев, он же грабил, он же не щадил же никого. Ну, він сам не вбивав євреїв, він засуджував єврейські погроми. Как? Вы книжки почитайте Булгакова. Так, ну це ж художня література. Ну и что, но он же был свидетелем этим. Ви не підтримали Євромайдан, так? Нет, Революцію? нет. С факелами шествовали, да? Мальчики маленькие, в формах в нехороших. И футболял ребенок русский флаг. Какое приятное зрелище было по телевизору. Вам це було неприємно. Конечно, неприятно. Ви ходили на антимайдан? Нет, Ваш син ходив? нет. У нас произошла, выборы произошли, как оно называется, скажите, я забыла. Ой. Да, референдум. Сын приезжал на референдум,
Ну, нас даже в клуб не пустили. Но я могу отметить, что практически весь поселок пришел на референдум. Ви теж. Конечно, обязательно, Ви в первых голосували рядах. за Конечно, ДНР? да, обязательно. Это был 14-й год, да. Це в Курахівці було, В так? Кураховке, да, в Під поселке. Кураховим, так. В 22 году было мое первое заключение, и это был банальный просто случай. Я сидела в интернет-сети, в Фейсбуке, и так как я буквально полгода тому назад переехала с мамой в Черкасы, а я родилась в Черкасской области, город Золотоноша, написал один человек, ну, типа мой друг в сети, кто знает расписание автобусов. Я ответила, но ответила же на русском, я говорю. Ему сделали, вернее, он задал на русском, я ответила на русском. Ему сказали, что почему не на мове, почему на русском общаемся. То есть мы в Украине. Ну и поехало, понеслось, понимаете. То це він вам не в особисті написав, він десь в групі написав. Это да, это просто... І ви побачили, відповіли на це Да, да, повідомлення. да. И, в общем, дошел этот разговор, понимаете, до того, что русню надо убивать, уничтожать, истреблять и все, знаете. Вот для меня это было, может, я не знаю, месяц только, вот это полномасштабное или СВО, я уже и так называю, потому что, знаете, для меня это безумие, оно не переросло ни в войну, и оно как бы нету никакой полномасштабной, и то есть... А чому це не війна? потому что, где объявили, что это война? Путін не оголошував? Ну, а при чем здесь Путин? Мы живем в Украине. Почему тут не объявлена война? Вот понимаете, вот эти хитрости мне не нравятся. Когда, знаете, как нас делают дурачками, и потом, как говорится, еще нас и сажают на пожизненно, чтобы ты молчал. Вот почему... То ви вважаєте, що це не війна, бо в нас оголошений воєнний стан? Ну, военный стан – это же не война. А почему не объявить войну? Угу. Потому что за это надо платить, да? А мы же хитрые, мы же не хотим никого. Та ні, Мы же лучше. Статут ООН забороняє вести війни. Ну, правильно, потому что ее нету как таковой, понимаете? Там, где в Иране есть война, то там, конечно, сносится все. А тут где-нигде так, ну, это как бы мы не об этом, да, сейчас. И, в общем, переросло все вот эту агрессию, что против русских там начали. Ну, я просто сказала, если вы готовы убить человека, одному там какому-то тоже, который влез к нам в эти, как бы, в этот диалог, я ему написала, если вы можете просто так убить человека, то вы убийца. Начали такое писать, что типа, а зайдите к ней на страницу, а посмотрите, что она там репостит, а какие комментарии пишет, а цю дамочку надо сдать в СБУ. И, короче, пошло, понеслось. То прийшов суд і вам дали умовно, так? Да. А що ви репостили в себе на сторінці? Ну, то, что я считала, что, ну вот действительно агрессия, что агрессия идет далеко не с той стороны, а агрессия тут уже, понимаете? Ви вважаєте, що Україна розпочала війну? Она готовилась. А яким чином? Она не распочала, но она готовилась. Просто Владимир Владимирович, он лучший в этом деле стратег, и он, знаете как, у него вот такой принцип. Если битва неизбежна, то надо бить первым, да и все. А вам загалом подобається Путін? Да, как человек, да. Чим? Всем. Ну, слушайте, 20, почти 5 лет человеку власти. 25 Це лет. хіба добре? Насколько он поднял, так, подождите, насколько он поднял эту страну? Ну, ни один из нас, из наших президентов такого не сделал. Але він вбиває українців. Подождите, Украина готовилась к этой войне. Я же уже сказала. Украина готовилась То к ми этой це войне. заслужили.
Ну, если, я же говорю, если мы готовились, то почему сейчас не слышать правду, что человек просто начал первый, потому что это было неизбежно. Ну, а вам не шкода маленьких дітей, коли вони вбивають російськими Конечно, ракетами? конечно, жаль. Но просто понимаете, то, что делается вот у нас, то уже сейчас даже задумываются люди, что а чем воевать? Вот зачем эта война? Зачем эта война, если она действительно, ну, ничего не решает и ничего не решила? Очень А хороший, хто ваш интересный улюблений человек. російський ведучий? Ну, ведущий, мне нравится канал Бесогон, и это Никита Михалков. Но нам Бог послал силу. Американцы зажгли Украину. Это для меня один из тех, кто действительно эту ситуацию мониторил еще с 13 или с 12 года. Вот Ну, він когда нас дуже ненавидить. это не он вас ненавидит, это вы его ненавидите. Ну, я в общем говорю, СМИ, то, что показывают. Это не он ненавидит. У него нет ненависти, понимаете? Человек уже в таком возрасте, тем более Никита Сергеевич, уважаемейший человек. І як ваш син став сепаратистом? Сепаратисты, наверное, это были на Майдане. Они переворот сделали. Я считаю так. А сын, наверное, увидел правду по телевизору и пошел воевать. Он вначале был добровольцем, вот. Потом Захарченко Александр открыл оплот. Он пошел в оплот. 2 года он был в оплоте, а потом ушел в часть сама в другую, зенитчиком стал. Я его 100% поддерживаю. Потому что в 2014 году мы видели, я работала, как нас обстреливали в Донецке на работе, как гибли люди. И все говорят, что там были русские. Ни одного я там русского не видела в 2014 году. Ни одного. А ви слухали свідчення Гіркіна? Нет. Він же ж сам каже, що там, Что? ну, що ми, росіяни, прийшли сюди, без нас би цього всього не сталося. Курахова, эта почта просто забита была вот этими машинами. Ой, Господи, совсем на свете. И холодильники, и печки, и все они ж отправляли, отправляли все домой. Ну, а вы говорите, что русские воровали унитазы. Ну, это смешно. Но мы люди своими глазами это все видели, что творилось. Ну, А росіяни не крали унітази? что вы за унитазы за эти то То самое? ви самі згадали. Не, ну это же говорили по то самое украинскому телевидению. да. Ну, Ви в це не вірите? нет. А Украина что творила с 2014 года? Угу. А ДНР? А что ДНР? Вот таких людей расстреливали. У сына был это самое, служили вместе мальчики, его раз самопредупредили за мародерство, 2 раз, его же расстреляли. Мама там приезжала, плакала, но его расстреляли. Вот, честное слово, его расстреляли. Угу. То ваш син воював в армії ДНР? Так? Да, Угу. воевал. Ви ним пишаєтесь? Да, я им горжусь. Молодец, не спрятался за спиной. Але ви лишилися по цей бік лінії розмежування, так? Да, я осталась, потому что у меня была больная мама, она слепая, ходила плохо, ну как, ну уже это маразм. Я ухаживала за матерью. Да, я могла выехать туда и мужа бросить даже, вот, но мать есть мать. Угу. І що, ви почали сину передавати якусь інформацію? Нет, я просто вот именно в 23-м году я ему сказала, откуда по нам стреляют, что нас убивают. Сукурина, говорю, стоят там, говорю, и это самое, убивают. Хотя по там, локации моего телефона, я, вот Горняк и Кураховка, я не выезжала ни в Сукурино, нигде ничего. Это все было в интернете выставлено. Я просто прочитала и сказала ему. Потом я ему это сама сказала, что выезжают, вот мы идем в центр скупиться, Зориная чуть ниже, вот выезжают
из посадки минометы разворачиваются и бьют по нашему поселку. Просто в тупую белым днем нас убивают. А після того, як ви сину про мінометників розказали, вони після цього не стріляли? Туди вдарили? Как это? Стреляли. Угу. Стреляли, обстреливали нас. С Курахова обстреливали ночью Угу. снарядами. Вот вы сейчас смотрите, улыбаетесь, как это самое, какую сказку Я не розумію, рассказывала. навіщо українським військовим стріляти знаю. цивільних назад, якщо в нас постійно мало снарядів, їх треба Що ви- стріляти у ворога. Ну, значит, мы дураки, да? Мы этого всего А не чому ви видели. думаєте, що українські військові, а не з боку ДНР стріляли? А потому что Курахова, кто там стоял? ЗСУ. Так а на що їм стріляти? Не у вас? знаю, выживали нас, убивали нас, вот и все. Ви українських військових своїми не вважаєте? Ні. Правильно? Угу. Свої для вас це росіяни, Да. так? Да, Ви хочете бути у складі Росії. да, хочу. Які ще дані ви передавали сину? Только за военных. Откуда стреляли? А, еще случай такой был, да. Я шла с магазина, а кума с мужем уехали в Винницу. Иду, смотрю, открыты ворота. Там дом упакованный хорошо. Я захожу, военные сидят в машине. Говорю, мальчики, что мы тут делаем? Нам дали ключи. Я говорю, я не знаю, кто вам ключи ты сам отдавал. Здесь живет моя кума, ее сейчас просто нету. Я сама позвонила мэру Ирине Евгеньевне, сказала ей. Она Любе позвонила, там все такое. Ну, короче, она, Ира, я сама разговаривать буду и думать, кого мне пускать. Ну, я, конечно, обиделась, я пришла домой, рассказала мужу. Тут сын позвонил, я ему нажаловалась. Ну, меня ж уже слушают. И, конечно, был прилет. И, конечно же, ну, там уже никого не было, понимаете, потому что они сразу же выехали. Попала не в дом, но возле дома. Ну, повредила там немножко крышу. Но не отремонтировали сразу. Ви думаєте, це не ваш син стріляв? Конечно, нет. Прилеты были со стороны Курахова. Я ему перезвонила, он, мам, ты шо? Я даже информацию никому-то сама не говорила эту. Вот ну, и але все. ваш же син теж когось вбивав. Я не знаю, может, и убивал. Мы на эту тему с ним не разговаривали. Конечно, убивал. Украина убивала. И сын убивал. Угу. И вот за это я и попала. Коли вас затримали? 18 октября 23 года. Це була остання розмова, от, що ви Да. передавали, да? Да. Это последнее было. Это было в августе месяце, в начале августа. А в октябре меня уже приехали и взяли. Шкодуєте? М? Шкодуєте? Ну, вы знаете, 50 на 50. Угу. Нет, так, чтобы сильно, ну... Ой. Если б вернуть обратно все, я бы, наверное, сделала по-другому. Немножко жалею. Сейчас, да, очень сильно жалею, потому что не вижу никого. Ви хочете на обмін? В начале 23 года ко мне в телеграм-канале написал уже в личку один человек, Владимир Черченко. Виктория, я твой друг. Привет, я твой друг. И мне стало интересно, что человеку надо. А действительно, номер телефона был русский. То есть +7 там. Я не любитель, как говорится, смс-сообщений. Я ему сразу написала, мы можем просто созвониться, потому что если вы хотите, но это очень сильно долго расписывать, что человек может рассказать в смс-ках. Угу. Он позвонил, конечно, не в первый день, он позвонил на следующий день, когда я была на работе, где-то в обеденное время. Он рассказал, что он с ФСБ, что он с России, что, знаете, чем он
мне, можно сказать, вошел в доверие прям сразу, что он сказал, я знаю всю вашу историю, через что вам пришлось пройти в прошлом году. Поверьте, из-за таких как вы, мы мониторим, то есть и вы не попали в тюрьму только из-за того, что мы вас, можно сказать, вот, ну, мы вас как-то охраняем. Ну, я бы так сказала, да, что именно из-за нас вы не попали в тюрьму, да. Ви в це повірили? Вообще-то да. Знаете, на меня был такой прессинг в ИВС, вот там изоляторе временного содержания СБУшников, что я поверила, что вот действительно, возможно, есть какой-то орган, который может быть вот как-то мониторит всю вообще ситуацию. Вас Да, я не поверила. злякало те, що він з ФСБ? Я хотела, чтобы он показал какое-то то ли удостоверение, то ли что-то такое, да. Но он сказал, что я не могу, так как я нахожусь в таких органах. То есть, и вот переубедил он меня именно тем, что он знает всю мою ситуацию, он знает, да, всю мою историю, через что мне пришлось пройти. То есть, Ну, коли ви почули слово ФСБ, ви не подумали, що він ваш ворог? Нет, конечно. Я же говорю, что для меня уже большего врага, чем я тут уже столкнулась, уже быть не могло. Когда я сказала, что да, у меня есть сын, у меня есть мама, я не хочу, ну, как бы этих всех неприятностей и всего такого, он так уверенно сказал, поверьте, вы можете за это даже не переживать. И вот как он сказал дальше, разговор длился, может, там минут 5-10. Он сказал, ну, вообще-то, Виктория, если вы за мир против войны, понимаете, были такие слова, да, то вы можете, если желаете, можете нам помочь. Но только говорю, давайте будем общаться с другого телефона. Если можно, мне как бы пришлите просто другой телефон. Вот так. Он, нет, все будет оплачиваться. Что именно, о какой информации или чем я могу помогать, это не оговаривалось. То есть я согласилась на своих началах, и я даже сказала, что мне деньги не нужны. Что вы там хотите, знаете, то, что я могу, я расскажу. Что надо было там рассказывать, я же говорю, не оговаривалось. Угу. І коли він дав Какую вам, информацию? через який час він дав вам перше завдання? Это не то, что не было никаких особых таких заданий. Дело в том, что где-то через время, даже мне никто не сообщил, у меня на карточке, так как я скинула номер карточки, деньги на телефон прошли 10 тысяч, я приобретаю телефон, и первым, что было, это обстановка в городе. Ну, как обстановка в городе, вот такая была информация. Ну, я честно так скажу, чтобы я там почувствовала, что ну, реально, знаете, что-то хотят от меня. Не, как-то было все непринужденно, как-то все спокойно, да, там, насколько вода, там, вот такие были. Потом был такой вопрос. Обозначьте БП возле вашего населенного пункта или что такое? Какие знаете? Что такое БП, я на тот момент даже и не знала. Я пишу ему, что такое БП, да. Пишет блокпосты. Ну, так как я ездила с Черкас в Золотоношу, с Золотоношу в Черкас, то я знала только 2 блокпоста, который был при выезде с Черкас и при въезде в Золотоношу. Вот это то, что я рассказала. И следующий был такой вопрос, там, можете обозначить воинскую часть, или я уже даже, если честно, не помню, в городе Черкассы. Да, конечно.
Ну, слушайте, мы живем в 21 веке. Спутниками карта карта Google, она вся есть. То есть я не думала, что это какая-то скрытая информация. Ну, але ж ви її росіянам передавали. Давайте не будем так громко говорить о том, что это были русские. Это абсолютно никакие русские это не были. Вот когда я уже попала в СИЗО, то я поняла, что то не было никакого ФСБшника. А есть какой-то Вася Пупкин, который сидит рядом в соседнем кабинете этого старшего лейтенанта. И они вот занимаются вот такими играми, которые как бы игры просто, знаете, вот игры на крови. Вот человек не понимает, что он делает. Он рушит не только семьи, он судьбы рушит, понимаете? Вот просто за какие-то там номиналы, за какие-то деньги. Ну, але ж ви погодились працювати спочатку, думаючи, що це ФСБ. Это, знаете как, это не то, что я працювати. Я просто как бы согласилась на то, чтобы там рассказывать то-то, то-то. И все. Ну вот, рассказывать Людина, яка обстановку. представилася агентом ФСБ. Ой, честно так скажу, я же говорю, что за 1,5 часа, которые вот в допросной камере мне старались навязать вот эти координаты, я не хочу верить в то, что у нас СБУ действительно честное. Я отказываюсь это вообще понимать, честно. Вот я лучше черту поверю, но не нашим службам. Яку ще інформацію ви передавали цій людині? Все, вот это 2 блокпоста и это воинская часть. Когда, конечно, был вопрос в том, чтобы я там снялась на фоне воинской части, это там железной дороги и все, то есть снимок, чтобы был со мной, меня уже это как-то удивило, понимаете, как-то удивило и даже напрягло, честно так скажу, что зачем это, вот зачем. И даже еще тогда не включалась в то, но думаю, не, я это делать не буду, я беру и блокирую тоже человека, и Владимира Черченко, и Володя ФСБ, или Владимир ФСБ, да, блокирую. Что вы думаете, через время они все равно мне пишут. Коли вас затримали? 2 раз меня задержали 20 апреля, ну и 21 я попадаю в СИЗО. А якого року? 23-го. Угу. Ви ж бачили, як виглядає Попасна, Мар'їнка, Бахмут? Мар'їнка я знаю, да. То ви вважаєте, що Росія не просто так стирає Донбас? А что она стирает Донбасс? Она Донбасс не стирает. А що вона робить? Донецк стоит. Это Украина стреляет по нем, да? Ну, Донецьк стоїть якраз. От можна ж порівняти, як виглядає Донецьк і як виглядає Бахмут. Чи навіть уже і Краматорськ обстрілюють. Ну, не Бахмут, а Артемовск. Мне вот одно, ну зачем? Не вы же называли эти города, эти улицы. Зачем вот это все меняете? Зачем? Кому это надо? Ну, вот мне интересно. Вот этой власти, зачем оно надо? Ну, свого часу радянська влада перейменовувала теж. Це ж радянські назви. До цього була інша влада. Ладно, хорошо. Как у меня спрашивали, почему вы считаете Украину эсэсовцами, там, фашистами, да? Фашисты сносили памятники. Украина делает так же самое. Уничтожала книги. Украина делает так же самое. Ну, и чем они отличаются? Ви бачили, що Росія робила з книжками в школах, коли захоплювала територію? Вообще-то сразу изначально разговор шел об украинской мове. Ну, если люди хотят разговаривать на русском, пускай они себе разговаривают, правильно? Угу. Ну, зачем их переучивать, Якщо если они хочуть привыкли? українською. Ну, пускай разговаривают на украинской. Ну, на окупованих територіях це взагалі не заохочується. Ну и хорошо, пускай разговаривают на русском. То де ж тут свобода вибору? А в Украине где свобода выбора? Ну, була ж довго. Когда была? Я ее не видела. Ну, були ж у нас і школи, і телебачення, перепрошую, майже все було російською мовою в Україні. Было, да. И очень было хорошо. М.
И были у нас украинские школы, и украинские учебники были. Я нашла историю за 50 какой-то год на украинском языке. И у нас в поселке украинская школа была. Це ж меншість. Ну и что? Кто хотел туда, шел учиться. Кто не хотел, учился в русском. Но мы изучали украинский язык, изучали. Ви ж розумієте, що Російська імперія століттями намагалася стерти українську мову і культуру. Ну, є ж імперії, які от так роблять з народами меншими. Вы Це ж не знаете, просто так ви російською Вы знаете, говорите. здесь у нас будут очень большие разногласия, Мгм. очень большие. Потому что вот я смотрю на вот эти вот лютый, да, сечень, Місяці, так? да. Это названия старославянские. Угу. Это старославянские. Украина еще, Украина это окраина города называлась. Это искусственно созданный народ, искусственно созданное государство, которое тот кусочек дал, тот Ленин в свое время тоже в революцию там отделил. Вот вы. Казаки, ну вот вольные казаки, да. Кто такие казаки? Это бандиты, которые делали набеги, наворовали, украли, живут. Сама пока. Нету, все, кончится, опять набеги. Ведь правильно? Козаки побудували першу продемократичну країну взагалі в Європі. У них були вибори, такого ще взагалі мало де було. Ну, это я читала этого. Польский писатель уже забыла. Про Богдана Хмельницкого. Мгм. Вот. Сколько украинский, ну, пускай там. Вот, еще одно. Вот я сидела в тюрьме, да, в Екатеринославле, в Екатериновской тюрьме в Днепре, да. Мгм. Осудила меня Украина. Ну, несправедливо ж, правильно. Совсем несправедливо. То ви хочете, щоб в Україні взагалі не було української мови, Да культури? пускай будет, но оставьте Донбасс в покое. Мгм. А Росія, коли його залишить спокою? Но это же людям решать. Это право людей, вы понимаете. Вы ж людей не слышите, народ не слышите. Референдумы ж были, вы ж не слышите. Це ж були, ну, шарашкіна контора. Референдуми ж мають не так проводитися. Ой, а в Украине они вообще никак не проводятся. На всі наші... Выборы, между прочим, Рада нелегальная. Порошенко, Янукович отказ от власти писал? Нет, не писал. Ну, просто втік з країни. Хорошо, потому что его бы убили, вот и все. Порошенко нелегальный президент. Чого? Ой, потому что импичмента не было. Янукович не отказывался. Вот и все. Теперь, господи, Зеленський. да. Тоже нелегальный президент. Выборы давно уже надо бы. Почему он не делает, что в стране идет война, не военное положение, а война? То действительно идет война. Угу. Потому что закрываются границы, ничего не возится, ничего не вывозится. Угу. Вот. А ему выгодно. Ездить везде, протягивать руку, дайте, пожалуйста, дайте, пожалуйста, дайте, пожалуйста. Угу. Президент попрошайка. А Путін легітимний? Путин легитимный. Та де 25 років? Ну и Без что, виборів. молодец. И Без люди, виборів. и люди, почему? Выборы Та проходят. це ж які вибори? Ну так это в Украине, это тоже, что такое тоже. Как Ну, Зеленского у нас выбрали? приїжджають Как Зеленского представники ОБСЄ. выбрали? У нас же ж, ну, ми запрошуємо європейців, Росія ж цього не робить. Какая разница? Ну люди довольны. Ну ви ж самі собі суперечите. Кажете, Почему? Зеленського треба переобирати, а Путін 25 років при владі. Чи скільки вже там? Ну выборы что проходят. Ну ви в них вірите сама? Конечно, верю. А Зеленский в выборы верил, как его самопрезидентом. Так, а це ж показник, що опозиція прийшла до влади. Не Порошенко виграв, оце ж і показник демократичних виборів. Ой, а купили эти голоса. Вы не в курсе? Нет. Ні. Ведь Донбасс не хотел его вообще. Зеленського? Конечно. Зеленського була дуже велика підтримка на Сході і Півдні. Да, Угу. это вам так кажется. Та, ну є ж дані. А, данные, да? Вы верите этим данным? Я не верю. А ви ходили на вибори? Нет. А, да, я ходила, все вычеркнула. Ви проти всіх? Конечно. Угу. Там же ж і ці ОПЗЖ був, Бойко. Всех вычеркнула. Це не ваш кандидат. Нет. То вам подобається Путін? Да, очень нравится. Чим? Потому что он действительно мужчина и действительно президент. Всегда подтянутый, всегда хороший, всегда приятный. Угу. Да.
Ну, дивіться, Страна очень большая, за всем невозможно уследить, вы понимаете? Тоже ж есть разные расхитители государственного имущества, как говорилось в каком-то фильме, уже не помню, в советском, конечно. цар хороший, барині поганий, да? Да, Мгм. есть такое, да. Ви вважаєте себе колаборанткою? Нет. А Потому кто- что а не кто? было доказано моей коллаборации. Мгм. Я не считаю себя коллаборанткой. Я считаю, что на ровном месте вот просто сделана моя история. Ваші рідні знали про те, що ви спілкувалися з людиною, яка представилась співробітником ФСБ? Вы знаете, сын у меня знал, насколько он знал. Нет, сын не знал. Это он знал мою первую историю, когда вот это... И то он не хотел даже об этом слышать, потому что говорит, мама, зачем это... Ну вот, типа, что я не сдержалась, да, что что ты лезешь туда, зачем оно тебе надо, вот это политика. Ну, в общем, Що він вам сказав, коли вам довічне дали? м, что он может мне сказать? Не, вообще-то он мне, знаете, что сказал? Он мне сказал, мама, ты же всегда такая честная, такая правильная, и вот что ты тут делаешь? То есть он пришел, когда первый раз на свидание. И вот что ты тут делаешь? И вот что ответить? Ви більше не бачили? Ну. Може б ви щось хотіли йому передати, сказати? Не, ну мы общались. Я общаюсь с ним по телефону, Ви спілкуєтесь. только очень редко. Очень редко. Ви шкодуєте про те, що зробили? А что я сделала? А что я сделала? Вот мне бы сначала бы рассказали, что я сделала, понимаете, на ровном месте сделали какого-то зрадника, непонятно какого зрадника, знаете, о какой-то державной зраде. А что действительно я сделала? Общедоступная информация, это оказывается зрада? Ну, не, я ничего не сделала плохого ни для своей семьи, ни для своей страны. А вот так получилась вот такая история. Вот на ровном месте, видите. Сейчас, секундочку. Есть мои знакомые, есть мои родственники, которые меня узнали. Очень бы хотелось, чтобы посодействовали как-то поглопотали за мой обмен. Потому что я очень много пишу, но почему-то никаких нету движений. Ви думаєте, вам буде добре в Росії? Конечно. Очень даже на это надеюсь. Очень даже на это надеюсь. Але ж ви все рівно сидите в колонії. Бачите, в нас є якісь права людини. Наших же в колоніях там б'ють і змушують на камеру казати от все, що хочуть російські пропагандисти. Я з вас не змушую казати те, що хочу я, правильно? А я бы и не пошла на контакт Угу. в таком случае. Ну, я не знаю, как там. Я там не была, я не знаю, я не могу вам сказать, понимаете? Вы же тоже там не были. А сколько в 2014 году, в 2014-2015 в Донецке западных журналистов погибло? Угу. Вы знаете? Скільки ви рахували? Очень много. І зараз багато журналістів в Україні загинуло від Да. російських обстрілів. Мгм. А тогда от украинских. Як ви своє майбутнє бачите? Я
Не знаю, если здесь не умру, как мне уже администрация сразу так на комиссии, вы готовы здесь умереть? Вы готовы к этому? Я говорю, ну да, готова, а что делать? И что, о вас никто не знает? Я говорю, ну а что делать? Если не обвиняют, а что, буду умирать. А як ви думаєте, за вашими цими наводками хтось загинув? Я не знаю, Хтось міг? может быть. Як вам з тим жити? А как в России люди живут? Тоже вопрос интересный, да? Ну, так и я буду жить.